Итак, продолжаю мою серию о Львове. Я сейчас нахожусь сбоку от Бернардинского монастыря. Перед вами колодец, о котором я скажу еще пару слов сейчас погодя. А сейчас хочу вам показать стену монастыря. Вот она. И, как видите, все окна заколочены. Вот, а мы возвращаемся к колодцу. Его построили по легенде на месте, где раньше находилась могила святого Яна из Дукли, который является католическим патроном города Львова. Итак, его похоронили здесь около монастыря, и по легенде в том месте, где его похоронили, начал бить ключ воды. И вот тогда святого Яна перезахоронили, а на месте этом устроили, ну, сделали колодец, который, вот как видите, его оборудовали, сверху построили ротонду, вот, и так он выглядит. Здесь я показываю вам оборонительные стены монастыря, которые были построены в 16 или 17 веке. В 70-х годах это все отреставрировали, а те, кто смотрел фильм «Д'Артаньян и три мушкетера», я думаю, вспомнят момент, когда поссорился Д'Артаньян с графом Рошфором, вот, когда у него выкрали письмо, которое он вез к де Тревилю. Все это как раз вот происходило в этом месте. Пересмотрите фильм, и вы в этом убедитесь. Вот на этом пятачке, вот здесь проходили действия этой сцены. А перед вами Львовский городской архив. Это раньше построили как здание монастыря Бернардинского. Вот здесь как раз из этих дверей вот выходил граф Рошфор. Этот архив еще основали австрийцы. Они закрыли Бернардинский монастырь и в этом здании открыли архив, который действует до сих пор. А мы с вами сейчас выйдем через вот эти старинные ворота, Глинянские ворота, на площадь Мытную, как она сейчас называется. Вот в древние времена, когда строили оборонительные сооружения, здесь был водяной вал. И сейчас я вижу, что-то здесь реконструируют, но смотрю, вода, не знаю, вот что сюда налили и почему такая странная смесь. Я вот так присматриваюсь, не могу понять, что же это такое и что они здесь планируют. Однозначно здесь должен был быть какой-то ров с водой. А перед вами площадь Мытна, там тоже костел. Вот так выглядит она с этой стороны. Переходим через подземный переход, по которому сразу же можно перейти из этих ворот, которые я вам показывала. Вот тут несколько возможностей, можно перейти на каждую часть. Вот видите, там ворота видно. Каждую часть площади. Вот сюда можно свернуть влево, но я пойду прямо и хочу вам еще показать эту оборонительную стену как бы с другой стороны. Тоже очень интересно, в середине 70-х вот это все отреставрировали. И стена выглядит очень так интересно, репрезентационно. Вот здесь костел, такая площадь. И улица, которую мы видим вот здесь, это улица Лычаковская, которая идет вверх. По ней мы еще с вами прогуляемся. А перед вами вот оборонительная стена и башня костела Бернардинов с часами. Здесь вот, видите, площадь реконструировали и установили фонтан. Наверное, уже нету такого города, в котором бы не было вот такой мокрой лужи в форме фонтана. Я так это называю, потому что мне это очень не нравится. Вот здесь начинается знаменитая Львовская улица Лычаковская. Отсюда выехало очень много знаменитых людей и очень много знаменитых поляков, связанных с этой улицей. По ней я обязательно пройдусь. Я возвращаюсь обещала уже возвратиться
к Львовской музыкальной академии. Раньше она называлась Консерватория Львовская. Знаменитое высшее заведение, которое тоже находится в центре города. Я вам уже этот раз его показывала, но еще раз покажу. И она эта улочка выходит на улицу князя Романа, а в польское время эта улица называлась Стефана Баторего, в честь польского короля, а во время немецкой оккупации эта улица называлась Вермахтштрассе. Сейчас она называется улица князя Романа. Это пушечное ядро попало в окно Львовской катедры во время турецкой осады города. Тогда около 200 тысяч турецких солдат находились под стенами города, и Львов обороняли только 1500 военных, и турки не зашли тогда во Львов. Это отель Шопен, я его когда-то вам также показывала. И еще раз покажу, очень красивая аранжация в австрийском стиле. Находится отель, не знаю, как там внутри, никогда не была, находится в центре города. Вот, могу только судить по фасаду. И дословно пару шагов, и вы в самом центре. А здесь тишина, покой, уют. Вот здесь напротив отеля такой маленький скверик. Еще одно интересное место. Такое старое, немножко отреставрированное, такое атмосферное. Но покажу вам один момент, который также будет вам очень интересен. Сейчас мы сюда подойдем, и я вам покажу интересный дворик. Вот. Вы его, возможно, сейчас не очень узнаете, но здесь проходила дуэль, такая так называемая дуэль Д'Артаньяна с мушкетерами. Здесь они подружились, потому что вместе сражались с гвардейцами. Ну и буду заканчивать сегодняшний ролик также в центре Старого Львова. Множество кафешек. Видите, названия их уже подделывают под такой старинный стиль, как будто бы так было раньше. Но это уже новые заведения, новые традиции. Вот, новые цены. Это центр города. Здесь уже начинается площадь рынок с ратушей. Ну и я буду заканчивать, друзья мои. Это не последнее видео о Львове, так что заходите, смотрите, комментируйте и возвращайтесь.